Он сидел в углу клетки и не двигался, просто смотрел маленькими темными глазами в никуда. Сотрудники реабилитационного центра говорили тихо, почти шепотом, чтобы не спугнуть. Но он уже был где-то далеко, там, где еще была его мама. Медвежонку было около 4 месяцев, когда лесники нашли его рядом с телом медведицы, браконьеры. Малыш просидел рядом с ней 2 суток. В холоде, в тишине, в полном непонимании того, что произошло. Когда его, наконец, взяли на руки, он не кричал, не сопротивлялся. Он просто обмяк, как будто внутри что-то сломалось. В центре его назвали «уголек» за цвет шерсти. Темный, почти черный, с рыжеватыми подпалинами на мордочке. Красивый, живой, но будто закрытый на замок изнутри. Первые дни он отказывался от еды. Специалисты предлагали мед, ягоды, молочную смесь, все то, что обычно работает с медвежатами. Уголек отворачивался. Если кто-то подходил ближе, чем на метр, прижимался в угол и начинал тихо, почти беззвучно рычать. Не от злости, от страха. Ветеринар Анна Сергеевна сказала тогда прямо: «Он угасает. Не от голода, от горя. Такое бывает у детенышей. Они умеют умирать от тоски, так же, как умеют жить». На 5-й день он впервые лег на бок. Все, кто это видел, поняли — это плохой знак. Вот тогда и появилась Валентина Ивановна. Ей было 72 года. Она работала в этом центре с самого его основания. Не ветеринаром, не зоологом. Она убирала клетки, готовила еду для животных, чинила ограждения. Все звали ее просто Баба Валя. Маленькая, в неизменном сером платке, с руками, которые помнили полвека работы. Она сама попросилась к угольку. Никто особо не верил, что это поможет. Но и терять уже было нечего. Баба Валя вошла в вольер без резких движений. Не присела рядом, не потянулась к нему. Она просто опустилась на старый деревянный чурбак у стены, подальше от угла, где лежал медвежонок, и начала говорить. Не команды, не уговоры. Она просто говорила о том, как сегодня утром пахло черемухой у забора, о том, что синицы вернулись, значит, скоро тепло, о том, что она вот тоже однажды долго не хотела есть, когда умер муж. Сидела 3 дня и смотрела в стену, а потом сосед принес картошки, горячей, прямо в кастрюле, и она поела. Не потому что хотела, просто чтобы не обидеть. Уголек лежал и смотрел на нее, не отворачивался. На следующий день она пришла снова села на свой чурбак, снова говорила негромко, ровно, как будто они были давно знакомы. Она принесла с собой старый шерстяной свитер и положила его на полпути между собой и медвежонком. Просто положила и не смотрела на него. Через 40 минут Уголек встал. Сотрудники, которые наблюдали через стекло, перестали дышать. Медвежонок сделал 2 шага к свитеру, остановился, повел носом, сделал еще шаг, ткнулся мордочкой в шерсть и замер. Потом лег прямо на него, свернулся и закрыл глаза. Баба Валя не пошевелилась, только провела ладонью по колену, медленно, как будто сдерживала что-то внутри. На 3-й день она принесла еду, поставила миску не перед ним, рядом со свитером, сама отошла к стене. Уголек долго смотрел на миску, потом встал, подошел и начал есть. Медленно, неуверенно, но ел. В тот вечер кто-то из сотрудников снял это на телефон, просто для внутреннего архива, не для интернета. Но видео все равно вышло, и за 3 дня набрало 4 миллиона просмотров. Люди писали из разных стран, спрашивали, кто эта женщина, что она делает, почему это работает. Никто не мог объяснить точно. Сама баба Валя, когда ее спросили, пожала плечами и сказала: «Я ничего особенного не делала, я просто была рядом. Иногда этого достаточно». На 10-й день Уголек первый раз подошел к ней сам. Она сидела на своем чурбаке, смотрела в сторону и вдруг почувствовала теплое,
Маленький, холодный, насткнулся ей в ладонь. Она не повернулась сразу. Очень медленно опустила взгляд. Медвежонок стоял рядом и смотрел на нее снизу вверх. Внимательно, серьезно. Так смотрят, когда хотят понять, можно ли доверять. Она осторожно, очень осторожно положила ладонь ему на голову. Он не отпрыгнул. Это был не прорыв. Это было что-то большее. Это было решение, маленькое, почти незаметное снаружи, но огромное внутри. Решение попробовать еще раз, поверить еще раз, несмотря ни на что. Прошло 3 месяца. Уголек вырос, окреп. Его готовят к выпуску в дикую природу, в заповеднике, под наблюдением. Он уже умеет находить еду, лазить по деревьям, бояться того, чего нужно бояться. Но каждое утро, когда баба Валя приходит в центр, он слышит ее шаги раньше всех и идет к ограждению и ждет. Она приносит ему горсть ягод, кладет на деревянный поддон. Он берет аккуратно, губами, как будто благодарит. Люди иногда спрашивают ее, тяжело будет, когда его отпустят? Она смотрит на него долго, потом говорит, он же не мой, он лесной. Мое дело было просто помочь ему вспомнить, что мир не весь плохой. Вот и все мое дело. Уголек смотрит на нее темными, внимательными глазами и, кажется, понимает каждое слово.